Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня по многочисленным просьбам покажу, как обтягивать сердечко бархатом, но это вам уже известно, я показывала. Также покажу новые способы обработки низа филигранью и покажу, как вот так красиво посадить колпачок на сердечко. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. У меня заготовка из двух половинок 8 сантиметров. И у одной половинки у нас есть вот такой зазор. Когда они закрываются, одна часть попадает на зазор. Так как мы будем использовать бархат, нам этот зазор не нужен. Мы берем плоскогубцы или что у вас есть и просто вот так аккуратненько все это убираем. И проходимся так по всей заготовке. И когда мы все убрали, берем наждачку или грубую пилку и все края хорошо стачиваем. Для обтяжки я использую бархат, он такой эластичный, хорошо тянется во все стороны. И ворс должен смотреть вниз, вот это обязательно. И обе заготовки мы всегда обтягиваем ворс вниз, чтобы не получилось, что одна у вас смотрит вверх ворс, другая вниз. Для работы я буду использовать горячий клей. И для начала наношу клей вот сюда, на вот эту выемку, впадину. Здесь оставляю буквально чуть-чуть ткани. И вот так прижимаю, даю закрепиться. Если вы заметили, сейчас я не подрезаю ткань, сразу как бы обрабатываю на куске. Наношу клей на обратную сторону и подклеиваю. Также наношу со второй стороны и тоже затягиваю вовнутрь. Если здесь образуется вот такая складочка, ничего страшного, мы потом ее чуть позже уберем. Вот, у меня тут все закрепилось. Теперь я хорошенечко все утягиваю вниз. Вот таким образом. Вот у меня уже тут натягивается. Когда мы вторую сторону натянем, у нас все выровняется. Так, чтобы у меня ворс красиво вниз смотрел. Сильно-сильно все натягиваем. И вот тут внизу я наношу клей, размазываю и утягиваю. Вот так прижимаю пальцем. И теперь начинаю обрабатывать сердечко. Как вы видите, я по минимуму как бы оставляю ткань, и все у меня получается как можно меньше отходов. И теперь со второй стороны. Немного с той стороны, немного с той стороны. И вот вы видите, у нас все тут сгладилось. Теперь снизу немного. Наношу примерно 1,5 сантиметра. И все утягиваю вовнутрь. Очень хорошо утягиваю. С одной стороны. Со второй стороны. Когда я начинала работать, я отрезала отрезки. Но это очень большой расход. Поэтому сейчас, вы видите, я уже ничего не отрезаю. Сразу все наношу и подклеиваю. И вот так с двух сторон все подклеиваю. Здесь уже можно полностью нанести клей и обработать вторую сторону. Все затягиваю и даю закрепиться. Теперь беру маленькие ножницы и все лишнее отрезаю. Если у нас где-то что-то не подклеилось, подклеиваем. И вот у нас получается такая заготовка. Обрабатываем также вторую часть.
А сейчас сделаем вешалку, и я покажу вариант, как посадить вот этот колпачок. Вот так вы видите, прямо он, так сказать, ровно-ровно лежит, как будто здесь он и должен быть. Я беру колпачок и для начала отрезаю вот эти вот хвостики. Вот прямо вот так беру и все отрезаю. Они очень легко режутся ножницами. Все выровняла. И теперь вот где у меня горизонтальное вот это отверстие, вот эти я вот так вырезаю. Делаю вот такой вот треугольник. Тут даже чуть-чуть больше надо. Вот таким образом. И со второй стороны. С одной стороны и с другой стороны. Конечно, потом в процессе работы можно будет подкорректировать. И вы видите, у меня получились вот такие вот треугольники. Так, еще чуть-чуть вот тут отрежу. И теперь беру вешалку. Это у меня 3 миллиметра, 21 сантиметр. Одеваю в колпачок. Как обычно, завязываю узел. И подклею на одну из половинок обработанных. На любую. Просто наношу клей и подклеиваю. Узелок у нас остается внутри. Прижимаю, даю закрепиться. Многих заинтересовала вот такая обработка низа. И сейчас покажу, как делать. Это у меня филигрань 25 на 25 миллиметров. И я разрезаю вот эти соединения между вот лепестками. Не до конца, вот просто до круга. И теперь вот так пальчиком вот придаю форму. С одной стороны придаю более такую сильную форму, так скажем, более изогнутые, а с другой стороны чуть-чуть. Вот это, где изогнутая сторона, это у нас будут вот здесь, а не изогнутая, вот она. И теперь я беру леску, одеваю на кисточку, беру бусину. На кисточку я одеваю бусину поменьше, не те, которые на юлы. И теперь одеваю в филигрань. Одеваю вот с лицевой стороны. И все это уже передвигаю вниз. Вот таким образом. Такая конструкция получается. И чтобы уже быть уверенным, что кисточка не выскочит из двух половинок, я завязываю 2 узелка. Вот один узелок. И второй. Стараюсь как можно ниже его к филиграни. Вот таким образом. И теперь на эту же половинку, где я подклеивала кисточку, я приклею, где приклеила вешалку, я приклею кисточку. Так, где у меня вот эти более изогнутые. Вот так впритык располагаю и наношу клей. Наношу прямо под узелок. И прижимаю, даю закрепиться. И вот эту веревочку также я подклею. Можно ее прямо сюда. Еще клея. И даю полностью закрепиться. И теперь нам надо соединить 2 половинки. Я примеряю. Если у меня все одинаково. Так, убираю ножку, чтобы она мне не мешала. И наношу клей. Стараюсь нанести на все края. И подклеиваю. Все выравниваю. Прижимаю и даю закрепиться. Я приклеила, и если у вас где-то вот как у меня вылез здесь клей, то даем ему закрепиться, а затем вот так ножницами мы его обрезаем, убираем. Теперь мне надо подклеить ленту. И так как у меня здесь лента будет под филигранью, начало и конец ленты я могу закрепить горячим клеем. Обычно я это делаю универсальным клеем, но тут даже если что-то у меня там вылезет, ничего видно не будет. И вот я запускаю туда ленту, прижимаю и даю закрепиться. Теперь я вот таким образом
отрезаю лишнее. Здесь отрезаю, ну, буквально на несколько миллиметров больше. И теперь буду использовать универсальный клей. Конечно, можно горячим клеем, но мне больше нравится работать именно универсальным клеем. Наношу клей на ленту. Край ленты я не смазываю клеем, так как там я применю горячий клей. И вот таким образом, под натяжением, здесь немного клея. И вот так вот прижимаю, чтобы лента села прямо под вот этот уголок. И даю закрепиться. Ну и точно так же я поступаю со второй стороны. Подсовываю под низ. Прижимаю. Даю закрепиться. Здесь отрезаю необходимое мне количество. Теперь я применяю снова универсальный клей. Под натяжением я подклеиваю вот эту часть. Немного клея и прижимаю, даю закрепиться. И теперь мы примеряем наш колпачок. Так, вот я вижу, что с одной стороны он садится у меня идеально, а с другой стороны чуть-чуть подрезать надо. Вот, посмотрите, как он хорошо садится. Наверное, еще чуть-чуть вот тут отрежу. Я каждый раз мучилась, пытаясь посадить этот колпачок. И вот тут мне пришла такая идея в голову. И я решила с вами поделиться. И вот теперь, когда я колпачок приклею, посмотрите, как он красиво ляжет. Я придерживаю вот так вешалку, чтобы ее не испачкать. Так, все у меня тут ровно-ровно. Теперь отодвигаю колпачок и наношу клей вот здесь на верхнюю часть. На нижнюю не стараемся, чтобы случайно у нас ничего не испачкалось. И теперь обрезанными сторонами садим колпачок и прижимаем. И даем закрепиться. Теперь нам надо приклеить филигрань. Сначала мы приклеиваем вот эти боковинки. Я наношу клей. Так, лишнее убираем. Вот туда вовнутрь. По краям не наношу клея, чтобы случайно он у меня не вылез. Вот прямо посередине. И немного вот туда вовнутрь, под самый вот тут колпачок. И прижимаем вот эти две части, совмещая их. Чтобы не держать это все, можно все закрепить вот так иголочками. И дать, конечно, немного закрепиться. С одной стороны закрепляем и с другой. И теперь, когда немного эти стороны закрепились, я наношу клей вот сюда. С одной стороны и с другой стороны. Даю немного клею закрепиться, чтобы он у меня не вылез. И также прижимаю. И закалываю. С одной стороны и с другой. Вот эта филигрань садится на вот эти крайние филиграни. И даю закрепиться. И вот такие аккуратные чистые заготовки у меня получились. В следующем видео буду их декорировать, как и другие формы. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.